Всем здравствуйте! Сегодня третья часть обзора разбора самодельного крана. Речь пойдет о поворотной платформе. Рама с приводами уже стоит, ждет, и с поворотным механизмом. Сегодня, как обычно, сначала габариты, размеры, технологии изготовления, кое-что покажу, а потом установим ее на раму. Итак, поехали. Итак, основание платформы: листовой металл, кусок на той же металлобазе, толщина его 7 мм, габариты 480 на 350. Специально я ничего не рассчитывал, все эти габариты получились исходя из того, чтобы помещался весь кран в автомобиль. И старался делать как можно компактнее, без ущерба для грузоподъемности. На платформу сварил вот такие 4 косынки для крепления стрелы, металл десятка. В косынке варил трубу. Труба используется та же самая, что и в поворотном узле, 60 мм по наружке, внутри 50. Важный момент: вваривал я целый кусок трубы по краям сначала, а потом уже вырезал середину, для того, чтобы сохранить целостность, чтобы не клинил палец, который будет туда вставляться. В процессе работы было замечено, что происходит изгиб вот по этой оси относительно стрелы и противовеса, особенно когда при подъеме тяжелого груза было заметно. Поэтому варил еще дополнительно такие вот с того же металла десятки, как их назвать, упоры, не упоры, предотвращающие изгиб самой платформы. В платформе отверстие для трубы поворотного узла и отверстие для крепления к маховику. К основанию платформы приварил квадратную трубу профильную 40 на 20. Общая длина получилась от края до заднего 945 мм. Это для работы с короткой стрелой. Высота 640 мм, ну, естественно, косынка для того, чтобы создать треугольник жесткости. Еще варил середину для прочности, так как металл не очень такой надежный, толстый, поэтому сделал максимально больше треугольных соединений. Для крепления приводов приварены вот такие профильные трубы квадратные, тоже 60 на 30. Это для привода подъема крюка и для привода подъема стрелы. Для работы с большой стрелой 6-метровой длины платформы для противовеса расстояние оказалось не совсем эффективным, поэтому сделал платформу трансформер, то есть добавил еще заднюю часть, вот эту, сделал ее откидную на цепи. Таким образом, общая длина платформы получилась 1600 мм. В эту часть устанавливается противовес для 6-метровой стрелы. В эту часть устанавливается для 3-метровой стрелы. Вот, собственно, и все габариты. Сейчас буду устанавливать ее на саму раму, на поворотный механизм, и установлю привода.
платформе в следующей части рассказать. Сразу я ее там буду устанавливать, чтобы было сразу понятнее, не разбивать на две части. Взвесил платформу. Вес получился достаточный для того, чтобы ее самому переносить. 34 килограмма. Ну, немножко неудобно из-за того, что она такая вот негабаритная. Но, в принципе, это не мешает. Я заваливаю ее на бок и вполне достаточно переношу. Без проблем. Устанавливаем привод подъема крюка. Привода я приобретал в магазине Denzel стоимостью по 5000 рублей. Грузоподъемность идет 125 с блоком 250 килограмм. На привод подъема стрелы тот же самый привод Denzel 125-250 килограмм, но на один блок оказалась очень быстрая скорость подъема, стрелу очень сильно болтала, поэтому приобрел в строительном магазине вот такие блоки. Относительно дешевые, что-то они там по 350 рублей. И собрал из них вот такой полиспас. Теперь, благодаря такому полиспасу, скорость стала намного плавнее и грузоподъемность увеличилась в разы. В принципе, платформа вся собрана, установлена на поворотный узел. В следующей серии буду рассказывать про стрелу, крепление ее, саму стрелу, конструкцию, размеры и все остальное, ну как обычно. И установлю ее, сделаем первый подъем. Спасибо всем за просмотр. До свидания.